Мальчики, девочки, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня расклад на вашу самую любимую тематику: как же прошли ваши чистки. Смотрите, по вариантам можете уже определяться, выбирать, пока я здесь буду разглагольствовать. По выкладке карт, смотрите. Первая у меня шла колода Таро Веретника. И что по ней, собственно? В общем, карта отречения сама выпала при перетасовке. Чего здесь нужно вам отречься? Отречься от того, что вы сейчас находитесь на некоем распутье. Вы для себя выбираете: остаться, не остаться, уйти, либо не уйти. В общем, здесь в чем суть? Вам нужно для себя определить тот путь, где вы не будете склонны к суицидальным мыслям, где вам будет комфортно, где вас ничего не будет угнетать. И вы должны пойти той дорогой, на которой вами не будут манипулировать. Вот такие подсказки по Таро Веретника. По оракулу теней у вас здесь обнуление ваших страхов идет. То есть вы должны для себя определить, чего вы боитесь, и сделать именно это. Почему? Потому что когда мы чего-то очень боимся, это зачастую и есть верный путь. Это то, куда мы должны двигаться. Здесь при чистках, при своих, вы преодолеваете страхи. По Таро Веретника при чистках вы уходите из этого распутья и видите, где же ваша истинная дорога и где же ваше место на самом деле и рядом с кем оно. Так, и сегодня вот эта колода попросилась на сцену. Карта выпала девятка кубков сама, то есть здесь, я так предполагаю, была зачистка по деструктивным бывшим партнерам. И показывает колода звезда и шут, то есть здесь идет во-первых, чистка и обнуление — это одно, но вы здесь наконец-то поверили в себя, в свои надежды, в свои планы. И также здесь у вас еще, знаете, такой момент, когда вы, возможно, проводили ритуалику. Сегодня я смотрю именно по чисткам. И думали, получится, не получится. Так вот, получилось, судя по всему. Поэтому, что я могу сказать? Я могу вас только поздравить по этому поводу. Воевали за правое дело, то есть, вы имели полное право на то, что вы совершали. Здесь по высшему суду проходит. Так, определяйтесь с вашим вариантом, ставьте на паузу, кто не успел. Так, еще момент, ребят. Смотрите, по поводу негативных комментариев на моем канале относительно моей работы, относительно того, чем я вообще занимаюсь, на что я трачу свое время, да. Скажу так, я прекрасно понимаю, что люди, которые оставляют какие-то негативные комментарии, это люди, которые, несчастны, по своей сути, им не хватает этого. Их много чего не хватает. В общем, я не буду долго эту тему обмусоливать. Единственное, скажу так: отвечать на любой негатив я, извините, не могу.
По одной простой причине. Я офигела до такой степени, что я ценю свое время. Данные комментарии будут удаляться методом блокировки пользователей. Вот. Если вам что-то не нравится на моем канале, почему я сразу буду блокировать? Ну, дабы вы лишний раз не заходили на него, не раздражались, если вам не нравится то, как я и какую информацию доношу в массы. Поэтому считайте, что я вас буду просто оберегать от лишних стрессов. Надеюсь, информация доступно преподнесена. Так что на этом, думаю, все. Больше эту тему я затрагивать не буду, потому как понимаю, что людей много. И будут еще много негативных и хороших комментариев. Но, извините, засирать свой канал я никому не позволю. Пытаться принизить то искусство, которым я занимаюсь, я тоже позволять не стану. Вступать в какие-то дебаты, тратить время на то, чтобы написать человеку то, что я думаю, мне лень, извините. То есть я по умолчанию ко всем отношусь адекватно. Но провокации, лишний раз подумайте, стоит ли оно того. Так что вот так вот, маленькое отступление было. Расклад я уже записала, это просто в конце, забыла об этом упомянуть, но на всякий случай запишу. Вставлю в начале видео, дабы послушали те, кто придут, те, кто уже заблокированы мной и придут поглазеть на мой канал с другого аккаунта. А я буду переходить к первому голубым камушкам. Вот сюда пока положу. Итак, сейчас я посмотреть хочу, что же вы счищали с себя. Как прошла эта ваша чистка? Итак, смотрим, что же вы чистили. Угу. Первый вариант — отношения прочищали свои. Но здесь девочки либо семейные, либо те, которые влюблены, очень много сил в эту чистку вложили вы. Партнера, что ли, чистили из себя. Так, я сейчас доложу еще 3 карты, дабы видеть картину полностью. Ну что здесь? Отношения, да, вы чистили, вложились в очень... В общем, очень усердно подошли к своей работе, к ее выполнению. Но тут момент, я так предполагаю, что вы чистили какой-то подклад, либо же, через подарок это было сделано в вашу семью. И у вас по деньгам пошел спад, особенно у вашего мужчины. Он как бы что-то планирует, но... в смысле, в своей жизни, да, планы выстраивает, как бы, но ему здесь подучиться нужно. Что вы счищали?
Здесь уже дальше пошло показывать его. Подучиться какое-то, ну, что-то новое, может, хочет начать. И там немножечко нужно поднатаскать себя ему. Но вы, да, вы подклад счищали, чтобы денежный канал начал работать. Да, для новых возможностей пути дороги открывали. Чтобы денежки у вашего партнера ну, начали водиться. И да, здесь был подклад. Подклад на то, чтобы ваш мужчина терял в деньгах, чтобы вообще ваша семья теряла в деньгах. Но здесь я вижу, что, ну, любящая пара, здесь семья, скорее всего. Ну как семья? Для меня семья это не обязательно, когда штампы в паспорте стоят, это когда и люди, ну, проживают вместе без вот этой вот бюрократии, да, вы живете вместе, вы спите вместе, то есть вы уже в априори семья по законам Вселенной. Так, это мы посмотрели, что вы чистили. Теперь посмотрим, как прошла ваша чистка. Фортуна, ну, смотрите, уже хорошо. Сейчас посмотрим, что там по фортуне у вас. Как прошла чистка. Слушайте, вы здесь против мужика воевали. Возможно, эта женщина на мужских энергиях, мечевая такая, знаете, рубит с плеча. Но я бы сказала, здесь мужик. Возможно, к мужику обращались, чтобы этот подклад вам сделать. Вы эту ситуацию подвесили. Так, что-то вам тяжело. Тяжело у вас процесс шел. Не скажу, что какие-то запинки были при выполнении, да, чистки, но тяжеловато вам это далось. А тут этот мечевой, он по тяжелым энергиям проходит. Сила выпала, старших арканов сколько, елки-палки, это, конечно, и по суду. Ну, девочки, мальчики... Тут ваша чистка прошла хорошо. То есть подклад вы точно обезвредили. Слушайте, но все равно тут такой момент идет, понимаете, у вас как все равно присутствует, вот где-то чему-то вы не доверяете, возможно, даже своему партнеру. По чистке, чистка прошла классно. Здесь из 9 карт, 1, 2, 3, 4, 5, 6 старших арканов. То есть... И вы в свою силу вошли. Но у вас пошло какое-то недоверие. То есть, помимо того, что вы счистили подклад, вы счистили еще какой-то пласт, при котором вам откроются какие-то еще моменты и нюансы и детали, которые, ну, должны были вскрыться и открыть вам глаза на что-то. Так, сегодня у меня просто идея фикс сделать расклад не на 2 часа, не на 3, поэтому смотрим по факту, что чистили, как прошла ваша чистка, и сейчас посмотрим, что ваших недоброжелателей там ожидает после вашей чистки. Как они вообще проявятся. Может, уже у кого-то и проявились, да вы понимаете, кто с чем и как к вам заходит. И в дом, и в вашу семью. Может, кто в знакомые набивается, да в гости. Так, что вашим недоброжелателям, которые вам вот этот вот негатив принесли? О, 9 мечей.
туз мечей, солнце. Смотрите, этот человек еще захочет, вот я пока тасовала карты, вот мне пришло такое в голову, что вот посмотреть, как себя человек будет вести. Слушайте, тут еще эта персона будет пытаться с вами как-то поругаться, вывести вас на эмоции для того, чтобы добиться ясности какой-то, понимаете? То есть, короче, он недоволен. А почему недоволен? Потому что в страхах. Потому что все те сущности из мира темных начали, ну, которых он призывал для выполнения определенной работы, они теперь к нему пришли. Возможно, человек плохо спит, плохо себя чувствует. В общем, отчаяние так неплохо его поднакрыло, и на фоне этого он хочет разобраться и выяснить что-то с вами. Да, опять здесь точно мужик делал. Либо к кому-то обращались к мужчине. Но, скорее всего, этот мужчина как-то связан по работе с вашим партнером. Слушайте, тут так интересно у этого человека получается. Помимо того, что он либо же к вам с выяснением придет. Может, этот человек вообще вас добивался. Ну, то есть вы ему приглянулись. И он пытался устранить вашего партнера. Здесь человек хочет выяснить моменты об утаивании доходов, понимаете? Короче, или к вам явится пробить информацию, как сработал его подклад, да, то есть пошли вы вверх, либо же спустились в минуса по деньгам, ну, дабы для себя знать, сработало или не сработало. Или здесь такой второй вариант, что он пойдет выяснять отношения. Понимаете, это либо друг вашей семьи, связанный по работе с вашим мужем, с вашим партнером. Либо же этот человек к вам испытывает такие вот неоднозначные эмоции, да, чувства. И плюс еще здесь может быть такое, что ваш недоброжелатель, помимо того, что с вами захочет выяснить вот это, да, ну, так сказать, разведку сделать, сработала его работа, либо не сработала, он еще здесь может вернуться в какую-то свою семью, может прошлое какие-то отношения, не обязательно семья, в общем, какому-то человеку, который ему дорог, у него какие-то иллюзии есть, то есть мороки на нем наведены определенного характера, чтобы он чего-то не видел. И у него, знаете, как раскрывается момент того, что его партнер его обманывал, вот в деньгах какая-то афера вскроется. И для него, конечно, это будет крайне неприятным моментом. Да, смотрите, десятка жезлов выпала. Он вообще будет очень удивлен этим событием, что его, ну, поднагрели неплохо так. Что здесь еще? Здесь еще на фоне своих страхов человек очень стремительно уходит в четверку пентаклей. То есть, помимо того, что он начинает зажимать свои ресурсы, знаете, может вот там чего-то не договаривать, попсиховывать периодически, он также еще уходит в безденежье. Как еще ему полетели обратки, если чистки с обратками вы делали? Здесь, скорее всего, вы огнем работали, и, ну, свечная магия идет. Вы ему вот эти вот мороки, иллюзии, все обратно отправили.
Понимаете, тут у человека претензии к женщине, это раз. Он хочет это все выяснить, два. Секунду. И при этом здесь, знаете, у него борьба за семейное благополучие, это 3. Возможно, он вообще думал... Короче, опять-таки, всегда есть 2 варианта, понимаете, даже если вас съели. В общем, либо же его женщина его киданула, как-то нагрела на деньгах, он подумал, что вы ему делали крадник, и, естественно, подклад вам дал. Или же просто подклад вам с крадником приносил, дабы у вас стянуть ресурсы. Но тут интересно так, немножечко не на того он, видать, напал. 10 жезлов, 2 мечей, 10 мечей. Вот ему результат того, что у него там скроется. Так, первый вариант. У вас все идеально. Разрулили вы эту ситуацию. Опять карта Верховного суда и смерть тут. Вы либо с духами рода работали, но здесь больше идет, как знаете, что-то вот... Даже если и духи рода, то товарищи из темных. И вы как открыли для них дверь для того, чтобы они вошли и вам помогли. И это по суду. Вы должны были прийти к этому моменту, чтобы для себя сделать выводы и действовать. То есть помните вот здесь, что вот как колода, вы преодолели. Ну, то есть первый вариант, я вас поздравляю. Здесь вообще, придраться просто не к чему, как прошли ваши чистки. Так, теперь посмотрим. Что еще по недоброжелателям, по этим? Ну, в принципе, тут и так карты все показали. Давайте посмотрим на веретника, что еще ваши чистки отправили этим любителям подарков. Заболеет человек. И знаете, как впадет в жертву, ему придется чем-то пожертвовать для того, чтобы достичь того, чего он хочет. Или тот, кому он обращался, чтобы работу эту выполнили, да, то человек этот попросит у него еще денег. Ну, помимо того, что у него с психикой будет не все в порядке, он также получает известие о том, что его каналы денежные перекрыты. И ему нужно будет принять какое-то решение, которое ему очень тяжело будет даваться. То есть там по гордыне, наверное, ударит, либо не только по гордыне, но и по карману неплохо побьет ситуация. Так, давайте посмотрим. Еще такой вопрос, как у вас с защитами. Если вы чистки делали, о защитах не забывайте. Чистки это хорошо, но на них работа не заканчивается. Как у вас с защитами? Защитами у вас не очень. Либо вы, если чистку заказывали у кого-то, у вас денег как будто не хватило на защиту, или вы решили ее пока не делать.
С защитами, в общем, у вас плохо. Над защитами нужно работать, потому что вы почистились, но, скажу вам честно, вас сейчас, ну, если сейчас просто вас вдолбить, вы можете посыпаться. Защиты, пожалуйста, сделайте нормальные. Те, кто какой-то скрытый умысел по отношению к вам имели, те получат свою расплату по высшему суду. Вообще с чистками вопросов нет. Да, там предки рода вашего, работа на кладбище, я же говорила, работа на кладбище была. Так, а вот с защитами, ребята, с защитами, пожалуйста, у кого стоят, обновите. Чистки же, убирают защита. Так, хочу все-таки еще посмотреть на оракуле теней. По защитам, что там у вас? Ваши защиты пробиты, ребята, пробиты защиты, хромают. И через эти дыры в вашей защите проходит на вас воздействие психологического толка. Конкретно любой комплекс из программ, которые выполняются для того, чтобы приворот сделать. Еще момент такой, попробуйте почиститься водой. То есть примите ванны с определенными травами, маслами, солью. И вам для защиты вы должны принести рыбу в дар. Этого не хватает. Если у кого защиты заказывали, чтобы вам поставлены они были, значит, можете сами рыбу в дар пойти отнести. По защитам не айс, не айс. Ну да, вы здесь к кому-то обращались за защитой. Да. Смотрите, по чисткам все окей. Много чего вам открыли, на что глаза вам открыли. По защитам, пожалуйста, поработайте. Так, и хочу посмотреть совет вам. Кроме того, что я сказала, вот. Для вашего внутреннего я, да, скажем так, какой совет? Ага. Угу. Да, смотрите, ребята, опять то же самое. Короче, вам нужно еще либо же защиты поставить и доплатить мастеру, либо же еще вот эту рыбу в подношение понести. И при этом защиты ставьте от мороков, морочек, от того, чтобы не смогли воздействовать на вашу психику и вводить вас в депрессию. Вот такие нужно защиты ставить. Либо дополнить свои защиты. Угу. Больше уверенности в том, что вы делаете, если делаете это сами. Если, здесь, четко вижу, что вы обращались.
Вы обращались за помощью, и здесь вам нужно вот защиты подусилить, в тандеме работаете с мастером, больше уверенности в том, что вы делаете, меньше сомнений. И многие моменты тут еще, понимаете, вас пробивают на чувство вины. Вам нужно закрыть себя от вот таких вот еще воздействий. Вот как-то так было по первому варианту. То есть, ну, чистки классно пошли. Поработайте сейчас по своим защитам. У вас есть страх куда-то отправиться. Возможно, даже кто-то из вас боится на кладбище сходить. А вам нужно эти страхи отпустить. Вам во сне подсказки придут, как это с себя снять. И к вам, кстати, помощники придут, ваши предки. Они вам подсказки сделают, как вам поработать на кладбище и как вам вообще быть. Вот. Первый вариант. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте свои лайки, дизлайки, комментарии. Если есть желание, оставляйте также темы для раскладов. Так, а мы переходим ко второму варианту. Белые камушки. Смотрим теперь вас. Сейчас посмотрим, что вы здесь чистили у нас. Как вообще прошла ваша чистка? Что получают ваши недоброжелатели? Просмотрим, как у вас там по защитам, где что подхватить, дабы уже никто не мог к вам пристать со своим негативом. Так, смотрим, что вы здесь чистили у меня. Крадники счищали. Ага, крадники от бывших друзей. Дружба с этими людьми, общение с этими людьми, прекращено у вас. Крадники делались через темных вам. Этот человек еще часто вас провоцировал на негатив, который крадники вам тулил. Здесь крадники были на ваши идеи, на ваши начинания. Много чего рассказывали того, о чем следовало бы молчать с этими людьми. Вы очень этой ситуацией были расстроены тем, что, в общем, человек вас предал, вам очень неприятно это было. Этот человек был к вам близок. Здесь, я же говорю, коллектив, дружба, что-то в этом роде. Это люди из прошлого, то есть знакомы вы очень приличное количество времени. И вы хотели, чтобы к вам вернулось то, что у вас было, чтобы все стало на круги своя, чтобы вот эта 4 кубков, чтобы ваше вот это вот состояние, да, уныния, когда уже нет сил у вас там, когда вот, казалось бы, все надежды, да, как бы рухнули, чтобы вот это вот ушло, вот это, знаете, здесь крали вашу радость, ваши идеи, вашу наполненность, вашу энергию. Помимо того, что здесь хотели, здесь и на денежный канал были крадники однозначно. Плюс человек вампирил вас. Он, знаете, как мог говорить какие-то колкие фразы вам, да, пытаться обесценить ваши знания, ваши слова, ваше мнение. Вообще, на любую тематику, о чем бы вы ни говорили.
То есть вот такое вот вы счищали. Но здесь, смотрите, здесь эта ситуация должна была произойти для того, чтобы вы начали понимать, кто есть кто на самом деле в вашем пространстве, в вашем окружении. Здесь не нужно цепляться за те года, которые вы дружили. Они ничего не стоят, потому что человек их обнулил просто-напросто тем, как повел себя с вами. Ему насрано на это. Поэтому ваши переживания уйдут. Так, смотрим, как прошла ваша чистка вообще, что по итогу вот у вас после нее. Ну, ваша надежда теперь с вами, да, 4-я чакра ваша сердечная раскрылась, отлично, к победам вы пошли. Где-то есть еще моменты, где вам нужно, знаете, может, источник дохода у вас не одно направление, а несколько приносят, и вы еще для себя выбираете, а где вам больше нравится, что для вас лучше. Да, по деньгам вы постепенно, не быстро будет, но понемножечку, по чуть-чуть восстанавливаете свой денежный канал. То есть чистки чистками, еще денежный канал почистите, пожалуйста. Угу, да, еще нужно чуть-чуть поработать. Смотрите, здесь у вас как прошли ваши чистки. Тут как-то так много показано всего. Вообще мне нравится. Единственное, что не хватайтесь сразу за все. В общем, ваша надежда, то есть все ваши планы, там, ну, на что вы строили, да, там может что-то свое открыть, где-то себя проявить, показать. Дело, в которое вы вкладываетесь с душой, с любовью. В общем, там у вас победа. Может, вы только в начале пути, но это приведет вас к победе. С денежками нужно еще немножечко подождать, потерпеть, работать в том же духе. Все это восстановится. И здесь знаете еще, что идет, как ваши чистки прошли. Вы рано или поздно, ну, встретите людей, которые будут с вами одних вибраций, такие же, как вы. Вот сколько вы в них влаживать будете, вкладывать, прошу прощения, энергии, времени, там, да, помощи, заботы, столько же и они к вам будут вкладывать. То есть, да, я вижу, что вы над этим трудитесь, вы себя прорабатываете еще и, ну, психологически. Это, ну, классно. Классно. То есть, ну, молодцы. Выходите из этого вот состояния 4 кубков. Возможно, где-то там немножечко выпивали ввиду этой ситуации, но все как бы налаживается. И знаете, что еще? Не застревайте вы в этом прошлом, короче. Все, ситуация случилась, пережили, идете дальше. Тем более у вас, ну, реально есть куда идти, к чему стремиться в этой жизни. Планов у вас действительно много, проектов в голове много. Материализуйте их. Так, смотрим, что там будет вашему недоброжелателю после ваших чисток. Ну да, здесь женщина. Смотрите, это бывшая подруги, как мне показывает. Если мальчики смотрите, то да, это ваша бывшая партнерша. Ну, человек в одиночестве, в 10 мечей, пожалуйста.
Она, короче, видать, поняла, что вы знаете о ее деяниях. Ха. Где-то человек понимает, что, ну, набокопорил. Ну, сами же понимаете, что не признается. Но очень много над этим думает. Пути дороги у него закрыты. У этого вашего недоброжелателя. Он все мечтает, как ему это все восстановить, наладить. Здесь знаете как? Весь мир по отношению к вашему недоброжелателю теперь очень скуп на эмоции, на деньги, на идеи, на доходы, на общение, на взаимообмен. И человек, ну, как бы только при своих мечтаниях остается, понимаете? Он только мечтает о том, как у него будет классно с деньгами дальше. Может еще в треугольниках находиться, кстати. Или же есть третьи лица, третьи лица, которые очень мешают продвижению вашего недоброжелателя. То есть здесь, смотрите, здесь королева кубков, королева пентаклей, то есть у нее был определенный доход. Возможно, это люди водных знаков зодиака, которые были при деньгах и это потеряли. То есть здесь финканал просто, не скажу, что по финансовому каналу совсем все плохо, но мы в начале, то есть это начало конца, я бы вот так сказала. Да, она простраивает какие-то грандиозные планы о том, как она себя, знаете, как продвинет в этом социуме, в мире. Возможно, у нее там проекты какие-то в интернете есть, да, но это лишь иллюзии. У нее какая-то ситуация произошла, в которой она потерпела очень большой удар по своему бюджету. Кто-то ее обманул на деньги. Тут третьи лица замешаны. Поэтому, знаете как, хорошо, если до человека дойдет, да, вообще, что ему это не просто так прилетело, а за его поступки нехорошие по отношению к вам. Смотрите, ваш вот этот недоброжелатель, второй вариант, там человек, который практикует с темными, но сделки его крайне сомнительного характера. Угу. И вы знаете, эти темные по суду Всевышнего, как будто ему, знаете, вот рассказывают, что да-да-да-да-да, давай, двигайся, ты к победе идешь. И этот человек как зажигается вот этими своими фантазиями о лучшей жизни, а в итоге попадает лишь в борьбу. Угу. В вечную борьбу, где нужно отстаивать и себя, и свои финансы, и тому подобное. Так, Таро веретника смотрим. Все-таки на нем посмотрим еще, да, как по первому варианту, что там вашему недоброжелателю. Ух ты, его по чувствам очень задело. Он ваши чувства предал, ему то же самое будет. Через время ему сломают его волю. То есть встретит такого же человека, как он, который уже его чувства будет обесценивать. Предательство, да, его ждет. Предательство за его договора в прошлом. Смотрите, он свои защиты потеряет. Обережная магия у него, защиты его слетят.
заболеть может. Мороки на него посыплются. Замутнение на его дары. То есть тоже крадники будут у него на финканале висеть. Люди, которые будут поджирать его энергетику, его ресурсы, его возможности все. Ему будут идти подсказки, что нужно прощения попросить, покаяться за то, что он сделал, за его скрытый умысел. Здесь, знаете, как у человека странно отыгрывается. Ему вроде как высшие помогают, они ему помогли, и хоп, это закрывается. Вроде как помощь идет, и бац, она закрывается, короче, для него. То есть там, ну, по деньгам, вплоть до нищеты, будут показывать, что нужно тебе выходить из этого состояния, на какое-то распутье человека поставят, где ему нужно будет выбор делать. Вот. Так что как-то вот так вот. Не сильно легко и просто будет вашему недоброжелателю. Слушайте, у вашего недоброжелателя есть какой-то... Либо он обращается к кому-то, либо же, если ваш недоброжелатель сам практик, у него есть еще такой же практик в друзьях, который ему неправильные советы дает. Но это уже их проблема, как говорится. Так, смотрим теперь, в каком состоянии ваши защиты. Предки. Исцеление. Ну, у вас хорошо все. Ваши предки у вас на защите стоят, исцеляют вас от этой ситуации. Ну, что вам из-за жадности вот эти крадники лепили. Ну, поймите, этот человек вообще в вашей жизни тоже не просто так. Он ваше зеркало. Помните об этом. Да, предки вас опекают. Но знаете, вам еще немножечко повоевать придется. То есть здесь вот эти личности, да, либо же подобные им еще будут нападать на вас. То есть еще нужно будет делать и чистки, и защиты, может и дополнять где-то защиты. На данном моменте, вот в моменте здесь и сейчас, конкретно по вашему недоброжелателю, которого вы загадали, можете на несколько дней быть спокойными. Но на Самайн нужно вам будет поработать. И почиститься, и тут же защиту поставить. То есть, знаете, недолгоиграющие ритуалы. Такой короткий, четкий, быстрый, по факту, без воды. Почистились, защиты вкинули, закрылись и до свидания. Не думайте о чужих проблемах, понятно? Если к вам придут даже рассказывать, как у них плохо, вы вообще с этими людьми не должны больше контактировать. Здесь, кроме подлости, вы ничего не получите. Даже там человек задумывается, он понимает, что он набокопорил, но... Смотрите, на Самайн, да, проведите, пожалуйста, прям обрыв всех каналов связи, как в физике, так и на ментале с этим вашим недоброжелателем, и он получит за свою подлость отомщение. Тут на местах силы поработать, или же на кладбище.
обрыв привязок вот этих вот деструктивных, чтобы вы не вспоминали сильно долго в голове, не держали вот эти все мысли. Ну, возможно, вы вспоминаете, да, но о том, а как же человек мог так поступить, ведь в прошлом много и хорошего у нас там было. Ну, то есть вот эти моменты нужно еще вам проработать. Так. Сейчас еще уточню на оракуле теней для вас тоже по защитам и совет какой вам дадут. Ну да, у вас защита есть. Защита есть, но... Но еще пытаются влиять на ваш денежный канал и забрать ваши дары от Вселенной. Не только деньги, но и ваши способности. Через сломление вашей воли, вашей психики, чтобы навязать вам свое мнение. Да, опои и окормы могут проходить в компаниях для того, чтобы вы начали саморазрушать себя, понимаете, в депрессии сидеть. Будьте осторожны с этим. Так, и совет для вас. И еще совет для вас. Свечная магия вам в помощь для того, чтобы обрести внутреннюю радость, внутреннюю гармонию. И, пожалуйста, почистите свой финансовый канал. Здесь уже четко показали. Почистите и поставьте на фин-канал защиты. Огнем. Вам огонь вообще в помощь. Заговоры почитайте. И вот знаете, к финансовому каналу относитесь как к своему детищу, к своему ребенку. С душой, понимаете, к нему вот как-то вот проникнитесь. И будет вам счастье. То есть здесь, видите, здесь нужно четко финансовый канал свой закрывать. Чистка неплохо, обратки пошли. Но, в общем, финансы нужно подтянуть. Да, смотрите, вам нужно освобождаться от вот этих всех наговоров, сплетен. На местах силы поработайте. С Перуном бы вам поработать. Он бы вам на Самайн помог. Да, это в дорогах. Выездная ритуалика. И защиты там же пообновить себе от этих конфликтов. Освободились бы от страха конфликтовать с этим недоброжелателем. Или, ну, с подобным ему. Вот так вот. Защита от духов рода вашего у вас есть, тотемы есть, фамильяры есть. То есть здесь неплохо также по второму варианту. Мне нравится и ваш. То есть, ну, здесь просто все идет своим чередом. Как бы вы движетесь. Видно, я вижу, что вы движетесь в правильном направлении. А это, в принципе, самое, ну, главное лично для вас. Так, второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте лайки, дизлайки свои. В комментариях также пишите темы для раскладов, если вам какие-то интересные. Вот. Всем пока-пока. Так, а мы переходим к третьему варианту. Зеленые камушки. Приветствую вас. Вот. Теперь смотрим у вас, что вы там чистили. Как прошла для вас эта чистка. Ух ты. Тут какой-то император у нас вылетел сам. Как прошли ваши чистки? Что вы чистили?
Слушайте, здесь такое впечатление, что общение на расстоянии. И человек проводил какую-то работу на то, чтобы вы о нем скучали, короче, чтобы вы... Чтобы вы вообще в отшельниках находились, только о нем думали. Вот что я здесь вижу. Вы это счищали, его влияние на себе. Но здесь человек даже, знаете, как... Ну что вы счищали? Здесь человек шел вообще с намерением свадьбы, семьи, в общем, чтобы через чувства манипулировать вами. А вы, ну, приподзакрыли, короче, все его вот эти потуги. Почему? Потому что вы поняли, что он определенный расчет имеет в отношении вас. То есть эмоции эмоциями, да, как бы, но подоплека в этих всех отношениях между вами есть. Вот что вы счищали. Получается, как счищали, ну да, его влияние на вас. Как прошли ваши чистки? Тяжело. Тяжело. Что-то пробовали, возможно, новое в ритуалике. Здесь меня практики смотрят. Тяжело, но счистили. Вот это стабильное навязывание вам своих каких-то приоритетов, желаний этим человеком вы себя исчистили. Ну-ка, что дальше, как прошли ваши чистки? Королева жезлов, королева мечей. Поэтому дьяволу нормально. Так, смотрите, во всех трех вариантах четверка пентаклей сегодня вылазит. Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что наши недоброжелатели все будут в очень стесненных обстоятельствах из-за своей жадности, из-за своего лицемерия, из-за своих вот этих вот, из-за своего второго дна. Ну вы посмотрите, карты на вас прям вылетают. Вы, короче, с себя мороки поснимали. Да, борьба не шуточная, ребят, у вас там шла. Угу. Угу. Да, вы знаете, как сегодня счистили, через 3 часа бабаньки, и оно опять прилетело к вам, и вы опять давай подчищать это. Знаете, с одной стороны, вы выметали всех лжецов и подлецов, а с другой стороны, вам нужно быть немножечко поаккуратнее с темными силами. Ну, здесь люди, понимаете, которые в вашем окружении находились такие люди, которые всегда от вас чего-то хотели, понимаете, то есть пользовались этим. Как прошла ваша чистка? С боем ваша чистка прошла. И помимо того, что вы делаете, вы должны еще отслеживать, какие процессы и энергии запускаются в вас параллельно с вашей ритуаликой.
Так, что вашему недоброжелателю там будет? Женщина, что ли, его бросит? Угу. Да, у него на личном фронте, ну да, он вас в треугольники втягивал. На личном фронте будет у него татайка. Ну, то есть, все, короче. И быстро события развернутся. Ух ты. Знаете, у него, короче, быстро какие-то известия будут, что, короче, его отношения еще с кем-то, да, с третьими лицами, короче, ну, закрываются. Он тут будет ограничен в возможностях действовать по отношению к женщинам. Короче, мальчик-колокольчик, видимо. Проститушенька. И здесь как бы, ну, все. Отпрыгался в тройничках, в треугольничках, во всех вот этих геометрических фигурах. Дорожки подзакрылись его. Он как-то хотел расчистить дорогу себе в жизни за счет женщин. А больше, пардон, этого дерьма не выйдет у него сделать. Вы по справедливости его оставили. Все и все, кто его сейчас оставят, если будет на что-то жаловаться, то знайте, что это все по справедливости, все, что от него будет утекать, уходить, это он заслужил сам своими поступками и действиями. Вот, ну что, чистка, неплохо прошла чистка ваша. Посмотрим еще, что ваших там недоброжелателя этого ждет. Ну, тут мужчина, да, манипулятор, нарцисс. Бедолага в детстве недолюблен, пытающийся теперь и питающийся доказать, что он что-то, хоть что-то значит в этом мире. По чувствам его долбанет. Тоже лицемерно с ним поступит тот, от кого он зависит. Возможно, там жена вообще его как бы... ну, или там третьи лица. Он жадный, понимаете, и за эту жадность его и зацепят. Предадут его. Он вроде как решает чьи-то проблемы. Ну, здесь, понимаете, здесь похоже, что вот, ну, мужик, ну, как бы, если уже в разводе, то он еще там семье помогает. Вот. То здесь, ну, его нагреют неплохо так, по чувствам долбанут. Проедутся катком по нему. Возможно, даже будут манипулировать детьми, дабы надавить на его психику. Ну, то уже, как говорится, тоже их проблемы. Так, смотрим теперь, что у вас там по защитам, по вашим.
Ну что, по вашим защитам, там по высшему суду получили уже все по голове. У вас договора с родом, либо же другие договора, вы понимаете, о чем я, по вашей ритуалике. Во сне вам покажут или через ваше ясновидение о том, что расплата уже настигла того, кого должна была настигнуть. Все вот эти вот некропривязки, которые там шли по привороту, по сплетням, по вот этой всей кутерьме вокруг вас, ну, это все закрыто. Тут по высшему суду, да, так неплохо, неплохо. Ну, работать еще есть над чем. То есть, если вы хотите знать, все ли на этом завершилась ли ситуация, нет, не завершилась. Этот человек еще будет воздействовать магически. Защиты неплохие, но, знаете, здесь такой момент, их могут, ну, часть их снести, вы дополните их или поставите другие какие-то, либо же у вас вообще комбинированные они будут. Ну, то есть... тоже неплохо, я считаю. Тоже все идет своим чередом. По вашим защитам. Да, вы только учитесь. У вас распутье какое-то. А что, думаете, принимать, не принимать ли свой дар? Уходите с этого распутья, обучайтесь, пожалуйста. Если у вас есть желание, конечно. Если нет, значит, вы знаете, вы как будто просили этого знания в свое время. Вам откровение пришло, исцеление от предков, защита от них, защита от лжецов. То есть здесь не бойтесь изучать магию, не бойтесь изучать новое, это ваше. Здесь вообще хорошие карты. Предки классно к вам настроены. У вас очень хорошие перспективы в плане магических аспектов. Это ваш путь. Вы будете пророком. Не обещаю, что Моисеем, но много чего сможете сделать в этой жизни для других людей с помощью своих способностей. Итак, посмотрим, что еще там по защитам у вас на оракуле теней. Раз уж всем мы смотрим, то посмотрим естественное вам. Ну, вы богиня, у вас женская магия. Кстати, вы когда в дорогах находитесь, вы очень наполняетесь. Вам нужно путешествовать. Защита. Слушайте, и в третьем варианте, блин, вот эти вот воздействия на психику через запои, окормы, привязки, привороты, блин, присушки, вызовы. Вот этих же товарищей на этот Самайн очень хорошо, ну, бабахнет. Они ж просто, ну... переобуваться в воздухе будут очень долго. Что еще там у вас по защитам? Если у вас есть, смотрите, что-то вы хотите высказать человеку, выговаривайте, не держите это в себе. У вас есть на это сейчас все полномочия. Идите на этот конфликт, и, ну, если у вас есть желание, и вы хотите сказать, что человек говно, значит, так и говорите. Гляньте, сказала на Самайн, и тут дороги у вас на Самайн. Вы, зная ритуалика, ребят, у вас однозначно. Да, за пределами дома вы как в свою силу войдете. Эта ситуация от вас отойдет. Ну, почистит, во всяком случае, еще вас. Наполнитесь вы. Ну и совет давайте вам еще подсмотрим.
Смотрите, ну это ваша карма, вы по менталу неплохо можете работать. Свечи вам в помощь. Короче, во время ритуала визуализируйте то, что вы хотите. Причем с таким посылом, что это уже произошло. У вас визуал очень классно работает. Денежный канал, ну, у вас почистится. Здесь еще... Этот человек и денежный канал чуть-чуть сдернул с вас. Восстановится, не переживайте. Почистите его, либо же если чистили, то он... Ну, здесь падает, что либо восстанавливается уже, вы его почистили, и освобождается от вот этих вот всех присосок, либо же еще наполниться ему, в общем, надо, да. Угу. Защиты на свой канал поставьте, пожалуйста. И здесь четко работа с богами, либо же в тандеме с кем-то. Если у вас есть круг общения практиков, пожалуйста, вот с ними неплохо будет поработать вам. Но только проверенные практики. Если таких нет, либо вы сомневаетесь, работайте с Одиным. Там защита неплохая будет у вас. Так что вот такой вам совет был сегодня. Вот, третий вариант. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте лайки, дизлайки, ваши комментарии. Делитесь своими историями. Мне интересно читать их на самом деле. Как у кого что проигралось. И также оставляйте свои идеи для новых раскладов. Ну и по карме, любви нам всем, истинной, искренней, настоящей. Вот. Благодарю вас, третий вариант. Пока-пока.